Привет, друзья, с вами Лада, и в этом видео я покажу, как плела вот такую интересную ажурную корзиночку из газетных трубочек. Это был чистый экспромт, но результат и сам процесс мне очень понравились. Так что, если вам эта тема интересна, то приятного просмотра. И не забывайте, если вам видео понравилось и оказалось в какой-либо его части полезным, обязательно дайте мне обратную связь в комментариях, для меня это очень важно. И плести я эту корзиночку буду из вот таких газетных или бумажных трубочек. Их я кручу сама на тонкую спицу из чистой газетной бумаги и обрабатываю их специальным образом. В этих видео я показываю подробные процессы всего этого. И немного расскажу, как я получила такой цвет у трубочек. Сначала я их покрасила. Я смешала лак, воду, добавила коричневый колер, шоколад и каплю черного колера. Этим раствором я покрасила трубочки и дала им немного подсохнуть. И потом я эти трубочки обработала. Обрабатывала я пропиткой с водой, и в саму пропитку с водой я добавила несколько капель колера цвета кирпич. И такой интересный оттенок у трубочек получился. И начала я плетение этой корзиночки с плетения круглого дна. В этом видео я не стала показывать подробный процесс плетения круглого дна, но я обязательно в описании под видео оставлю ссылки на те видео, где плету круглое дно. Если кому интересно, заглядывайте в описании под видео. Здесь скажу в двух словах, как я плела это донышко. Я взяла 12 трубочек, разделила пополам и выложила крест-накрест по 6 трубочек. И затем всю эту конструкцию я стала оплетать веревочкой в 2 трубочки. Первый ряд я оплетала по 6 трубочек, затем я разделила группой в 6 трубочек по 2, и таким образом проплела 6 рядов, и затем я группы в 2 трубочки разделила по 1 и 4 ряда проплела по 1 трубочке. Донышко у меня готово, и сейчас я его переворачиваю лицевой стороной внутрь, на меня смотрит изнаночная сторона. Это делаю я для того, чтобы не убирать рабочие трубочки, а ими продолжать плетение стенок. И начинаю плетение стенок. Здесь у меня будет корзиночка-пузатик. И здесь тот же самый принцип, по которому я плету пузатики. То есть сначала я иду на расширение, а потом немного сужаю. Здесь расширение у меня будет очень постепенное, поэтому я сначала поднимаю стойки градусов на 10 и очень осторожно их оплетаю. Первые ряды самые сложные, а потом пойдет как по маслу, легче. Здесь я поменяла ракурс плетения, чтобы вам было более понятно, как это все выглядит сбоку. И, в принципе, поднимаю стойки очень постепенно, плету дальше и наслаждаюсь процессом. По такому принципу я проплела 9 или 10 рядов, точно не считала, мне было здесь не принципиально это. Все делала абсолютно на глаз.
И я, когда плела ряды, я останавливалась и отходила на расстояние, смотрела на плетеночку, какая форма вырисовывается. Это помогало мне взглянуть на нее более трезвым взглядом, потому что когда плетешь постоянно ряды ряд за рядом, то глаз немного замыливается. И здесь я уже немного сменила тактику, то есть у меня получалось, что я плету, и стойки у меня направлялись вовне. А сейчас меня устраивает то расширение, которое получается, и стойки я сейчас делаю строго вертикально, и так оплетаю где-то один-два ряда. А потом уже я стойки буду направлять вовнутрь и таким образом оплетать, и получается немного сужения. Хочу отметить здесь еще один момент, что стойки у меня не сухие, не жесткие, они здесь у меня увлажненные, влажные немного, так ими легче управлять. То есть таким образом их можно выгибать в разные стороны, менять форму вашего изделия и так далее, и так далее. И именно этого можно добиться на влажных стойках. Конечно, когда я говорю влажные стойки, это не значит, что они у меня мокрые. Нет, это значит, что они такой же кондиции, как и рабочие трубочки. То есть они гибкие, податливые, немножечко мягенькие на ощупь. Ну, в общем, те же самые обычные рабочие трубочки, только на месте стоек. И вот как раз в этом кадре я показываю, какая форма у меня получается у этой корзиночки. Меня, в принципе, она устраивает, и мне очень нравится результат. И в ходе плетения я для себя определила, что эта корзиночка не только будет с ажурными вставками, но и также у нее одна сторона будет немного приподнята. И именно для этого я прищепками отмечаю места, то есть с какого по какое место у меня будет поднятие на корзиночке. И именно от одной прищепки до другой я буду плести укороченными рядами. Вот как раз в этом кадре я показываю этот процесс. То есть я веревочкой в две трубочки дохожу до первой прищепки, разворачиваю трубочки именно таким образом, как на видео. То есть не сразу две разворачиваю на одной стойке, а две разворачиваю на разных соседних стойках. И плету в обратную сторону. Но чтобы сохранить этот узор веревочки в две трубочки, я плету, получается, обратной веревочкой. Таким образом узор у меня сохраняется. Ну а дойдя уже до второй прищепки, до зеленой, я разворачиваю трубочки снова в обратную сторону, именно так, как на видео, немного по-другому, но я думаю, что процесс понятен. И плету дальше, но здесь я плету уже прямой веревочкой в две трубочки, потому что узор тоже также при этом условии будет сохраняться. Дойдя до первой прищепки, до красной, я также разворачиваю снова рабочие трубочки и плету до зеленой прищепки. Но разворачиваю я их немного раньше, чем делала до этого на предыдущих рядах. Я думаю, что этот процесс понятен, и я это не стала показывать в этом видео. Но принцип остается все тот же. То есть, если я плету веревочкой в две трубочки в правую сторону и разворачиваю их влево, то я плету потом обратной веревочкой. Но если я плету обратной веревочкой, потом разворачиваю рабочие трубочки назад, вправо, то я продолжаю плести прямой веревочкой. Таким образом можно плести сколько угодно укороченных рядов и менять форму по своему усмотрению. Но здесь меня устроило буквально 6 вот таких укороченных рядов, и сейчас я веревочкой в две трубочки продолжаю плести, но уже не укороченными рядами, а просто оплетая стойки. После проплетания одного ряда веревочкой в две трубочки, где я уже сравняла само плетение и вот эти укороченные ряды, я приступаю к формированию ажурных вставок. Они у меня будут именно в том месте, где было поднятие укороченными рядами. И делаю я это очень просто. Я просто продолжаю плести той же самой веревочкой в две трубочки, только начинаю поднимать вот этот плетеный ряд на стойках и таким образом, оплетая каждую стойку, формирую небольшой капюшончик у корзиночки.
Я здесь не стала слишком высоко поднимать плетеные ряды, меня в принципе этот вариант устраивает, который получается, то есть высота приблизительно 1,5 сантиметра от ряда до ряда на ажуре. И так легче контролировать поднятие уровень вот этого плетеного ряда, плетеного ажура. Но если у вас это все не очень хорошо получается и красиво смотрится, и ажур не очень ровный получается, то я советую следующий вариант. Вырезать из бумаги полоску на ту высоту, на которую вы хотите сплести ажур, например, 2 сантиметра, и вставить ее между стойками в том месте, где плетется у вас этот ажур. И, соответственно, трубочками, веревочкой в 2 трубочки плести дальше поверх этой полоски. Полоска будет как бы контролировать уровень поднятия вашего ряда, и все будет плестись равномерно. Ну а я продолжаю плести дальше по спирали, по кругу, и в нужных местах просто поднимаю плетеные ряды, и получаются вот такие ажурные вставки. Ну и также я одновременно работаю со стойками. Я формирую небольшой капюшон у корзиночки вместе ажура. Помните, мы с вами как-то давно плели колясочку или люльку для куколки, и вот там мы тоже формировали капюшон. Стойки у меня не жесткие, не сухие, а немного увлажненные, и ими очень легко это сделать. Вообще, конечно, при таком ажурном плетении сформировать вот такой капюшон немного сложнее, но тем не менее это можно сделать. Когда вы плетете ряды, вы просто немного со стороны смотрите, как у вас будут располагаться стойки, и там поправляйте, если что у вас как-то прогибается или как-то вы видите, что-то не получается. Но можно, конечно, проплести эту часть корзиночки и по форме, никто не запрещает.
Сейчас показываю, что у меня получается на данном этапе. В принципе, все, что хотела в этой корзиночке реализовать, все у меня получилось. То есть и ажурные вставки, и вот этот небольшой капюшончик, такой с дырочками, можно сказать. Сейчас я понимаю, что если бы я дальше плела вот эти ажурные вставки, то у меня бы трубочки сужались, и расстояние между ними сужалось бы, невозможно было плести дальше, если бы только объединять стойки. Но это мне не нужно, поэтому я заканчиваю плетение ажурных вставок, да еще вот это вот вход в эту корзиночку я не очень хочу делать большим, поэтому сейчас меня все устраивает, и я продолжаю плетение веревочкой в 2 трубочки, но уже без формирования ажурных вставок, то есть ряд к ряду. И таких рядов я проплету 4 и потом уберу рабочие трубочки. Ну вот в этом кадре я показываю, как убираю рабочие трубочки. В принципе, точно так же я это делаю, как и во всех остальных изделиях. Здесь ничего такого сложного и секретного нет. И после убирания рабочих трубочек я начинаю подправлять все в корзиночке, то есть и плетеные вот эти ряды, и ажурчик, все там где-то что-то подтяну, где-то сделаю посвободнее, ну, в общем, тут уже по ситуации. И сейчас я показываю корзиночку со всех сторон вам, чтобы вы увидели, какая форма у нее получилась, и приступаю к загибке. Это будет окончательный этап в плетении этой корзиночки, но все кадры загибки я здесь не покажу, потому что на эту загибку я уже сняла отдельное видео, и оно уже вышло на канале. Кто не смотрел, обязательно посмотрите, ссылку оставляю в описании. Эта загибка простая обмотка, только я ее немножечко изменила и, конечно же, показала начало этой загибки и показала, как закрывать и как убирать рабочую трубочку, которую мы обматывали. Все очень подробно в том видео, которое уже вышло на канале. Вообще над загибкой здесь я думала недолго. И здесь я сразу решила сделать такую загибку, которая бы и подчеркнула уникальность этой корзиночки и не отвлекала бы основного взгляда от ажура. Поэтому я поняла, что обмотка здесь в самый раз. Она и простая, и лаконичная, и в то же время оригинально смотрится. Вообще мне загибка-обмотка очень нравится, и я бы ее, конечно, делала на всех моих изделиях, но, к сожалению, она не ко всем корзиночкам подходит, поэтому приходится ее делать не очень часто, а жаль. Ну вот, загибка готова, и картиночка тоже готова. Посмотрите, какое чудо получилось. Мне очень понравился процесс ее плетения. Я вообще люблю такое спонтанное плетение, когда я вообще ни о чем не думаю, что получится и как получится, а просто наслаждаюсь процессом, отдаюсь во власти моих ручек, и все. И меня больше нет, я плету и фантазирую. А, кстати, напишите, пожалуйста, в комментариях, устраиваете ли вы такие экспромты. Мне будет очень интересно почитать. У меня, к сожалению, не часто такая возможность удается плести именно то, что мне хочется, или просто плести, не ожидая результата. Но если все-таки такая возможность возникает, то это праздник для моей души получается. Я очень надеюсь, что эта корзиночка вам понравилась, это видео вам понравилось и в какой-либо его части оказалось для вас полезным. Буду очень рада читать ваши комментарии. Обязательно пишите, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, здесь вы точно найдете вдохновение. Я желаю вам легкого плетения и увидимся с вами очень скоро в следующих видео и трансляциях. Пока-пока! Также предлагаю вам посмотреть другие интересные видео-мастер-классы по плетению из газет на моем канале. Вам точно понравится!